Россия начинает новую войну против двух союзников. Люди в форме уже выдвинулись к границам. Битвы не будет, президент отводит войска, военная операция завершена. Эффект разорвавшейся бомбы. Генерал пошел против президента. Штурм командного центра. Бывший главнокомандующий приоткрыл главную тайну. Дипломатическое контрнаступление. От Москвы потребуют вывода войск. Заседание Совета мира в Вашингтоне. Кто откровенно проигнорировал Дональда Трампа, а кто его спровоцировал? Обвинение требовало казни, а что решил суд? Приговор бывшему президенту наконец-то озвучен. Об этих и других событиях к вечеру четверга, 19 февраля. Коротко о главном. Новости Нехта, факты, скорость и ясность. Москва начинает новую войну, причем сразу против двух союзников. Правда, война пока не горячая, а торговая. А на рубежи выдвигаются пока не танки, а люди в форме таможенников. Россия вводит контроль на границе с Белоруссией и Казахстаном, чтобы защитить внутренний рынок от недобросовестного импорта. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Аверчук. Меры направлены на предотвращение попадания на рынок товаров, которые создают конкуренцию российским производителям. Заместитель Мишустина отметил, что контроль не является временной кампанией, а будет постоянным. В 2025 году была усилена работа мобильных групп, и только они за прошлый год выявили более 9 тысяч нарушений. Сначала Путин загонял своих союзников в этот таможенный союз, а теперь, возможно, начнут принуждать к более глубокой интеграции. Как думаете? США выводят войска. Речь идет о контингенте в Сирии. Как сообщает BBC, Вашингтон планирует вывести остатки своих соединений в ближайшие месяцы. Причина – Дамаск больше не нуждается в помощи Янки в борьбе с терроризмом, сообщили высокопоставленные источники в Белом доме. Американские военные находятся в Сирии с 2015 года, занимаясь борьбой с исламским государством, и на данный момент в стране остается около 1000 солдат. Но одновременно Вашингтон усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке. Удар по Ирану может быть нанесен в самое ближайшее время. Причем, если накануне речь шла о нескольких неделях, то сейчас счет пошел на дни. Как сообщает CNN, операция может начаться уже в ближайшую субботу, 21 февраля. Высокопоставленные источники в администрации президента США заявили каналу, что Трамп еще не принял окончательного решения. Один из советников хозяина Белого дома сообщил, что вероятность удара составляет 90%, и операция может быть масштабной. Израиль готовится присоединиться к кампании и надеется ликвидировать иранский режим и его ядерную программу. Кстати, операция «Каракас» за 30 минут по поимке Мадуро тоже была в субботу. И я снова дежурю. Кто будет следить? Ставьте лайки, пишите комментарии. Никогда такого не было, и вот опять. Оказалось, что Путин заинтересован в том, чтобы загнать миллионы россиян в мессенджер Макс не только по политическим мотивам. Оказалось, тут есть и личный, корыстный интерес. Российский журналист и расследователь Андрей Захаров утверждает, что Михаил Шеломов, двоюродный племянник Владимира Путина, владеет долей в мессенджере Макс. Шеломов, который ранее был совладельцем компании «Согаз», скрытно продолжает контролировать активы через свою петербургскую фирму «Акцепт». В отчетности холдинга ВКонтакте, которому принадлежит Макс, упоминается «Согаз» среди акционеров. Захаров утверждает, что после введения санкций акционеры «Согаза» были скрыты, но данные о доле Шеломова сохранились в отчетах компании, включая 2024 год. Сам Шеломов в ответ на вопрос журналиста о его связях с Макс заявил, что не имеет отношения к мессенджеру. Но Захаров утверждает, что племянник хозяина Кремля номинальный совладелец, иными словами, просто фунт. Настоящим хозяином является дядя Вова. Национальный мессенджер Макс принадлежит лично Путину.
Но аппетиты Путина гораздо больше. В России произошел крупнейший передел собственности с 90-х годов. Об этом говорится в исследовании аналитического центра Седар, на которое ссылается The Bell. С 2022 по 2024 годы были национализированы или изъяты активы 30 из 311 российских миллиардеров, что составило около 5 триллионов рублей. Иными словами, Путин национализировал активы каждого 10-го толстосума из списка Forbes. Конфискации активов ускорились после начала полномасштабной войны, когда количество исков Генпрокуратуры значительно возросло. Главными бенефициарами этого процесса стали госкорпорации и близкие к Кремлю бизнес-группы, включая «Газпром», «Росатом» и ВТБ. Эти подельники Путина получили более 90% активов, изъятых по искам. Как говорится, совпадение. Кстати, не это ли было той самой целью СВО? Как думаете? Пишите в комментариях. Евросоюз переходит в контрнаступление. Годами в Брюсселе выслушивали требования Кремля и, наконец, готовятся выдвинуть свои. В рамках мирного соглашения по Украине Объединенная Европа требует от России вывода войск с территорий Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья. Пока это проект документа, распространенного главой дипломатии ЕС Каей Каллас среди государств-членов. Кроме того, там же идет речь о выплате репараций, демилитаризации оккупированных территорий Украины, отказе от признания их де-юре и прекращении гибридных атак Москвы против Европы. ЕС также готов выдвинуть требования к внутриполитическим изменениям в России, включая проведение свободных выборов с международным наблюдением, освобождение политзаключенных, отмену закона об иностранных агентах и содействие в расследовании убийств политиков, таких как Алексей Навальный и Борис Немцов. Документ подчеркивает, что безопасность континента невозможна без участия ЕС в переговорах, и обсуждается создание должности спецпредставителя Евросоюза по связям с Россией. Белгород. Все. В прифронтовом городе произошли очередные масштабные перебои в подаче энергии и воды. Это произошло после новой серии мощных ударов по местной ТЭС. Недобрый вечер, дорогие друзья. К сожалению, очередная атака, массированная атака на объекты энергетики. А ведь еще несколько лет назад некоторые белгородцы очень радовались обстрелам Украины. Пошла, родимая! Неспокойно было и в Псковской области страны-агрессора. В результате налета БПЛА в Великих Луках вспыхнул пожар на нефтебазе. Губернатор региона подтвердил атаку, заявив, что антидронная защита не сработала, несмотря на попытки прикрыть базу сетками. По его данным, пострадавших нет, но на объекте были повреждены резервуары. Бежим все, бежим! Вьетнам, бежим! Жители сообщают о нескольких ударах, и по предварительным данным целью атаки было предприятие, принадлежащее Сургутнефтегазу. Также было временно приостановлено движение в Псковском аэропорту из-за угрозы атак. Режим пожирает своих. Дамоклов меч повис над одним из самых известных борцов за так называемый русский мир. Павла Губарева, одного из основателей ДНР, обвиняют в дискредитации российской армии. Является ли это чьим-то умыслом, не знаю. Могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты. Факт оцениваю как беспросветную глупость. Губарев предположил, что инициатива написания доноса на него может исходить от известного кадыровского генерала Апти Алаудинова, заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации. Губарев был одним из лидеров пророссийских боевиков на Донбассе еще в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения в Украину поддерживал Стрелкова в критике российского военного и политического руководства. Бывший главнокомандующий впервые рассказал о том, о чем молчал несколько лет. Валерий Залужный приоткрыл подробности конфликта с Владимиром Зеленским. В интервью Associated Press генерал рассказал, что отношения обострились в конце 2022 года после обыска СБУ в его командном центре, что он назвал актом устрашения. Это событие стало катализатором для дальнейших разногласий. Потом был провал украинского контрнаступления в 2023. Залужный утверждает, что
спецоперация не удалась из-за отсутствия необходимых ресурсов и неверного распределения сил. Вместо концентрации войск в одной точке для освобождения Запорожской области силы были рассредоточены по широкой линии фронта, что снизило эффективность наступления. Залужный также отметил, что главной проблемой украинской военной стратегии является несоответствие ожиданий текущим возможностям. Он подчеркнул, что после своей отставки в 2024 году больше не участвует в принятии военных решений, но встречи с Зеленским были дружескими. Валерий Залужный остается одним из основных потенциальных соперников Зеленского на будущих президентских выборах. Точка в громком деле. Экс-президенту вынесли суровый приговор. Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего главу Южной Кореи Юн Сок Йоля к пожизненному заключению за попытку ввести военное положение в 2024. Суд признал его виновным в организации восстания. Прокуроры требовали для подсудимого смертной казни, но суд вынес более мягкое наказание. Судьи подчеркнули, что решение о развертывании войск у парламента и попытка срыва его работы было ключевым моментом дела. Заседание транслировалось в прямом эфире. Первый саммит Совета мира. Под председательством Дональда Трампа он прошел в Вашингтоне. Во встрече приняли участие представители 20 стран. Александра Лукашенко, который первым с помпой дал свое согласие на участие в Совете мира, не было. У диктатора Беларуси были встречи поважнее. Уважаемые друзья, я прежде всего приветствую вас в Беларуси. Благодарю вас за то, что вы нашли время посетить Беларусь. Нам очень важно в наших взаимоотношениях подключить элемент парламентского сотрудничества. Крепкий хозяйственник променял встречу в Вашингтоне на общение даже не с главой Зимбабве, а с председателем Сената этой страны. Путин, который поначалу радовался приглашению в Совет мира, в итоге в Вашингтон не полетел, но решил подергать заокеанского тигра за усы. Накануне он встретился с министром иностранных дел Кубы, которую Трамп зажал в тиски блокады. И мы всегда были на стороне Кубы в ее борьбе за независимость, за право развиваться по собственному пути развития. Всегда поддерживали кубинский народ. Как думаете, кремлевский стратег играет с огнем, идя против Трампа, или собирается помочь Кубе так, как помог Мадуро? Делитесь мнениями. Американцы не явились на крупные учения НАТО, а Орбан и Фицо нашли, как навредить Украине. Лукашенко начал перекладывать вину за свое провальное решение, а Песков начал подрабатывать пресс-секретарем Си Цзиньпина. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.